Америке надо было забирать территорию России при Горбачеве. Не лезть в чужие дела. Ну, Трамп вообще молодчина. Вообще просто красавец. Пускай присоединяется к России. Россия сила. Если бы у вас был шанс получить американское гражданство, вы воспользовались им? В Америке делать нечего. Не будет никогда мира на земле. Да какое послание или совет вы бы хотели передать жителям США или, например, Трампу по поводу текущей геополитической ситуации? Успокоиться. Все? Или, может быть, подумать о чем-то другом? Или все-таки попробовать найти контакты? Ну, пошумят и успокоятся. Куда денутся? Пускай присоединяется к России. Россия сила. Ну, наверное, посланием это трудно назвать. Я бы посоветовал всем, скажем так, обычным людям, которые не замешаны напрямую в политической ситуации в мире, не доверять, скажем так, пропагандическим источникам, а больше разбираться самим в том, что происходит и кто на самом деле прав, а кто виноват. Не лезть в чужие дела. Это самое главное. Они везде лезут в чужие дела. Так что, если не будут лезть, и мир будет. А так вряд ли будет мир. Ну, Трамп вообще молодчина. Вообще просто красавец. Знаете, даже завидую. Просто. Так что вы ему посоветовали? Удачи исключительно. Успехов и удачи. Тем более у меня там есть одноклассники, например, и друзья. Совершенно адекватно из них радуются. Абсолютно идиоты. Даже выходят из Фейсбука в качестве протеста против Трампа. Ну, это все как у нас. Как говорил кот Леопольд, ребята, давайте жить дружно. И какое послание или совет вы бы хотели передать жителям США, Трампу, по поводу текущей геополитической обстановки? Трамп бизнесмен. Сейчас Да. я с вами поговорю. Минутку. Последний вопрос. Нет, я на самом деле согласен Трамп бизнесмен. с человеком, да, действительно. Роберт Кийосаки. Действительно, Трамп это бизнесмен. Вот. Какое послание? Да не знаю. будет никогда мира на земле. Сейчас, давайте я с вами поговорю. Кодекс 300, написанный давным-давно бывшим премьер-министром Великобритании. Простите, как вас зовут? Григорий. Григорий, минуту можно? Иван, Да никакого послания не знаю, я думаю, меня не послушают. Ну, Трамп. Так в целом. Всему миру мир. Россия не страна медведей. Россия уже развитая страна. Америке надо было забирать территорию России при Горбачеве. Вот эта фраза «Сдал Горбачев твою родину американцам». Наверное, она нужна была там. Перестройки, распада страны, упадка страны. Когда что было... бы пожелали, передали бы, какое послание вы бы им... Русские не сдаются. Считаю, что нужно завершать ведение военной спецоперации на Украине, потому что гибнут люди. Это всегда большие потери, очень жалко это. Считаю, что нужно заканчивать данный конфликт разрешением всей этой ситуации, заключением мирного договора между нашими странами. Успокойтесь уже. Больше что сказать. Отлично. Закончите уже эту ситуацию просто, в конце концов, надоело. Затрудняюсь ответить, я далека от политики. Ну, а для обычных граждан, не касаясь политики? Получать удовольствие от жизни. Пусть они уже займутся собой, а? Вот у них достаточно проблем и не будут заниматься нами. Мы без них обойдемся, наверное. Трампу нужно быть спокойней, вот, придерживаться как бы больше разума, чем эмоций. Политическая ситуация мировые или это? Ну, да. Выходить на демонстрации, чтобы нос свой американцы во все страны не лазили с своими демократией, а у себя разбирались больше бы. Ой, я не могу поставить такого послания. Просто это слишком сложный вопрос, чтобы его выразить в нашем интервью. Спасибо вам. Ну, чтобы он договорился, Трамп договорился с нашим Владимиром Владимировичем о мире, о согласии, о том, чтобы вот как раньше они там общались, и чтобы у нас был мир с ним. Если бы у вас был шанс получить американское гражданство, воспользовались ли бы Да. вы им? Почему? Я бы хотела и там тоже пожить. Только пожить или изучить страну? Или...
изучить архитектуру, я архитектор. Нет, отказался. Почему? Потому что моя страна мне больше нравится. Вы Нет. воспользовались? Почему? Нет. Люблю Россию, мне здесь комфортно. Я еще во многих местах здесь не была, поэтому А откуда вы сами? я из Мордовии. Сомневаюсь, староват я. Только поэтому? Ну да, поздно. А если бы раньше? Смотря в какое время. В 90-е бы, да. Сейчас поздно. Нет, не воспользовался бы. Зачем? Я патриот своей страны, люблю ее. В Америке делать нечего. Нет, если только еще несколько миллионов долларов к этому гражданскому, то может быть. И то 50 на 50. Нет, Почему? мне и здесь неплохо. Нет. Почему? Не знаю, мне по душе Россия, прекрасная страна, страна возможностей. На самом деле, считаю Россию одной из лучших стран в мире, так что нет. Игорь Николаевич Ларионов не выбрал гражданство США, потому что он сегодня главный тренер Нижегородского «Торпедо». Ну, конечно, воспользовался. Ну, это же шанс. Зачем его упускать? Тебе предлагают гражданство, зачем от него отказываться? Не, Почему? ну я здесь привык. Мне здесь хорошо, и, в общем, и слава богу. Но если это возможно, получить два гражданства, российское и американское, то, конечно, воспользовался. Почему? Ну, страна интересная, большая, такая же, как Россия. По ней интересно путешествовать, чтобы не связываться с визами, конечно, лучше иметь гражданство. Нет. Почему? Вы знаете, я за всю жизнь ни разу не был за границей. Хотя у меня было море возможностей поехать туда и в командировки, на учебу и так далее. Я не хочу за границей, мне нравится здесь. Нет. Почему? Ну, я не хочу, например. Не хочу я уезжать куда-то. Я хочу здесь, у нас в России быть. Зачем? Почему? Меня устраивает мое русское гражданство, Российская Федерация. Нет, сразу говорю нет. Почему? Я родился и вырос здесь. Живу на своей исторической родине. Я сам с Мордовии, но здесь наши предки жили.